Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить лагман. Это мясо с овощами и лапшой. Очень сытное, ароматное и вкусное блюдо. Идеально для большой компании. Рецептов лагмана на самом деле много, и каждый имеет национальные особенности. Традиционно лапша для лагмана готовится вручную, ее специально вытягивают, но у меня сегодня быстрый лагман. Лапшу я использую готовую, и поэтому время приготовления сильно сокращается. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Для начала нарежу все овощи. Лук нарезаю соломкой, мне так больше нравится. Можете нарезать кубиками, только не сильно мелко. Морковь нарезаю тонкой длинной соломкой. Так и смотрится в блюде красивее и ощущается вкус моркови, поэтому терку лучше не использовать. Стебли сельдерея нарезаю брусочками примерно по 2 см. Сладкий перец я взяла разных цветов, чтобы готовое блюдо было ярче и красивее, но это не обязательно. Берите тот, который у вас есть. Я в лагман добавляю картошку. Нарезаю ее длинной соломкой. Вообще состав овощей в лагмане может меняться в зависимости от сезона. Можно добавить кабачки или баклажаны. Но я с баклажанами люблю готовить другое очень известное и вкусное блюдо. Это чинахи. Рецепт есть на моем канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Помидоры нарезаю не очень крупными кусочками. Из зелени у меня петрушка и кинза. И зеленый лук. Нарезаю чеснок. И обязательно горький перец. Но острота, конечно же, по вкусу. Я нарежу половинку, потому что он довольно острый. Я подготовила все овощи для лагмана. Остался главный ингредиент – это мясо. У меня сегодня мякоть говядины. Я зачистила ее от пленок и жил. Нарезаю тонкими длинными брусочками, как на бефстроганов. Конечно, для лагмана отлично подойдет и баранина. Я готовлю лагман на большую компанию, поэтому беру свою большую кастрюлю, разогреваю растительное масло и отправляю в него мясо. Обжариваю на большой мощности до того момента, когда мясо подрумянится. После чего добавляю лук, затем морковь. Готовлю все это минут 10. После чего добавляю соль и специи. Даю специям немного прогреться и раскрыться и добавляю томатную пасту. Вливаю пока немного воды. Ее количество зависит от того, какое блюдо в итоге вы хотите получить. Более жидкое, как суп, или более густое, как рагу. Кладу в соус лавровый лист. Я люблю, когда подливы много, поэтому добавляю еще воду. Закрываю крышкой и готовлю на небольшой мощности до того момента, пока мясо практически приготовится, чтобы оно не было жестким.
У меня на канале есть еще один рецепт вкусного блюда на большую компанию. Это закарпатский бограч. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Прошло минут 30-35. Я добавляю картошку и готовлю еще минут 10. Если нужно, то на данном этапе добавьте воды. Когда картошка практически готова, отправляю в кастрюлю сельдерей, перец и помидоры. Перемешиваю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Готовлю все вместе минут 10. И последний штрих – это чеснок, горький перец и зелень. А также соль и специи. Обязательно попробуйте лагман на вкус и добавьте те специи, которых вам не хватает. Готово! Пока мясо с овощами немного настоится, я творю лапшу, но совсем немного, только чтобы показать сервировку. В кипящую подсоленную воду опускаю лапшу и варю как обычно. Готовую лапшу кладу в тарелку и заливаю мясом с подливой. Можно пробовать. Аромат и вкус незабываемые. Для приготовления такой вкуснятины мне понадобилось 1 кг говядины, 3 луковицы, это 400 граммов, 2 моркови, 300 граммов, 2 сладких перца, 400 граммов, 400 граммов картошки, 120 граммов сельдерея, 500 граммов помидоров, 5-6 зубчиков чеснока, 1 перец чили, петрушка, кинза, зеленый лук, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 чайные ложки паприки, 2 чайные ложки зиры, 2 чайные ложки черного перца, 2 чайные ложки кориандра и соль, а также по 40-50 граммов лапши на одну порцию. Из этого количества ингредиентов получается 10-12 порций в зависимости от аппетита. Вкусно, сытно, ароматно и просто красиво. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты мяса с овощами смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!